Здравствуйте, с вами Петручок Владимир, и в этом видео я хочу пролить свет на такое понятие, как давление на собаку во время противостояния с противником. Я уже касался вкратце этой темы в фильме «Боевой инстинкт», но в этом видео я хочу более подробно осветить эту тему. Цель давления на собаку в разделе «Защита» – это выявление ее способностей для выполнения различных задач. Здесь и умение собаки контролировать ситуацию, и управление в возбужденном состоянии, и ряд других качеств. Но главная цель давления – это определить твердость характера собаки, которая показывает ее упорство в достижении цели. Об этом и пойдет речь в этом видео. В разделе «Защита» среди прочих выделяют два основных вида давления – это абсолютное и относительное. Абсолютное имеет форму тестирования, при котором на собаку оказывают давление, с которым она не сталкивалась ранее и к нему не подготавливалась. Цель абсолютного давления – выявить врожденный потенциал собаки и ее максимальные возможности. Относительное давление используется в испытаниях, целью которых является выявление готовности собаки преодолевать нагрузки с четко определенными требованиями. Также относительное давление используется в различных соревнованиях с целью выявления победителя. Собака подходит к относительному давлению после предварительной подготовки. Для полного понимания моего видения в данном аспекте, я скажу, что более 20 лет назад я создал программу племенного разведения немецкие овчарки выдающихся предков. С тех пор я постоянно езжу по племенным питомникам разных стран и ищу немецких овчарок с выдающимися рабочими качествами с целью привлечения их в мою племенную программу. Главным критерием собак, которых я отбираю, является такое качество, как боевой инстинкт и необходимая степень его проявления. Каждый год я посещаю большое количество лучших питомников разных стран, которые занимаются разведением немецких овчарок. К слову сказать, многие питомники занимаются разведением нескольких пород одновременно. Учитывая специфику, как правило, это малинуа и голландская овчарка. Поэтому я досконально понимаю, какой тип собак последние десятилетия разводят в Германии, Голландии, Бельгии, Франции и в ряде других стран. Для того, чтобы говорить о наличии давления как такового в какой-либо программе, необходимо понимать, какой набор качеств собаки задействован в работе. Набор таких качеств я условно буду называть механизмом. Чтобы максимально подробно раскрыть тему этого видео, я начну с того, что дам оценку давления на собаку со стороны условного противника в таких программах, как IGP, КНПВ и Mondio Ring. Это три наиболее популярных международных спортивных норматива. Все остальные ныне действующие программы в большинстве своем являются либо их производными, либо их аналогами. Также все эти программы являются критериями в племенное разведение. Без всяких предисловий я скажу сразу, что в данных программах в разделе «Защита» давление отсутствует полностью. Нет абсолютно никакого давления на собаку ни в одном из этих нормативов. И сейчас я вам это объясню наглядно. Для этого я вам покажу механизм, на котором строится вся работа собаки в вышеперечисленных программах. Механизм этот, среди прочих составляющих, строится на двух основных. Первая – это социальный инстинкт. И вторая составляющая, говоря спортивным языком, инстинкт добычи. Хотя в очередной раз повторюсь, что это некорректная формулировка, но в мире кинологии, как известно, многие термины имеют свой двоякий смысл. Оба эти качества относятся к врожденному потенциалу, но, как и все остальные, требуют еще и специальной подготовки для полного раскрытия возможностей собаки. Итак, первая составляющая – социальный инстинкт. В принципе, само по себе название говорит за себя и выражается в генетической предрасположенности собаки идти на контакт. Это качество просматривается как во взаимоотношениях собаки с хозяином, так и в отношении ко всем окружающим. Оно также позволяет собаке чувствовать себя спокойно и комфортно в любой обстановке. Социальный инстинкт является фундаментом, на который ложится вся последующая подготовка собаки. Для вышеперечисленных нормативов отбираются собаки, которые полностью лояльны к посторонним людям и не проявляют к ним недоверия или агрессивного отношения, так как эти качества будут мешать в наборе максимальных баллов
для победы в соревнованиях. Сейчас на экране вы видите кобеля, который импортирован из одного из лучших питомников рабочих линий. В его родословной лучшие представители рабочего разведения Германии и Голландии. Этот кобель по своему потенциалу, без всяких сомнений, как минимум войдет в десятку лучших собак любой страны Европы. И это понятно, если бы он не был таким, он бы просто не приехал на мой питомник. Приобретая этого кобеля, я планировал провести с ним полное тестирование, а уже после этого определить его место в племенном разведении. Забегая вперед, скажу, что этот кобель не используется в племенной работе клуба «Каскад». А знаете почему? Он не прошел тест на проявление должной степени боевого инстинкта. Рассказываю и показываю я вам это для того, чтобы вы поняли, какой тип собак сегодня разводят в Европе. На примере игры с этой собакой я вам покажу вторую составляющую – инстинкт добычи, благодаря которому в совокупности с социальным инстинктом собаки и становятся чемпионами по IGP, КНПВ, Мондио-рингу, как, впрочем, и всем ныне действующим нормативам. У этой собаки инстинкт добычи на высочайшем уровне. Это качество у нее просто зашкаливает. Она готова за мячик сделать все, что угодно. Причем делать это часами. И в сочетании с высоким уровнем социального инстинкта нет никаких проблем подготовить эту собаку для сдачи IGP, КНПВ или Мондио-ринга, показав, что игрушкой будет рукав или костюм. В процессе постоянных тренировок по спортивным методикам собаку учат играть с различными валиками или подушками, а после с рукавом и костюмом. И при такой подготовке собака, которая и так лояльна к посторонним, еще больше укрепляется в понимании того, что фигуранты – это партнеры в игре, и ничего плохого от них ждать не нужно. Всякие лобовые атаки, имитация ударов, прекращение побега, охрана вещи и прочие навыки – это все игра. И чтобы вам было понятно, все эти резкие движения или провокации – это все является просто сигналом собаки, что можно продолжать игру. Во всех ныне действующих нормативах побеждают собаки, которые готовы играть с любым человеком так же, как они играют со своим хозяином, с полным доверием и добродушием. Причем играть длительно, так как во многих рингах игры доходят до отметки в 1 час, что подчеркивает глубину игровых качеств собаки. Сейчас на экране собака работает по программе IGP, хотя правильнее сказать, она играет с фигурантом, который надел на руку игрушку. Такие навыки, как лобовая атака, это просто громкие слова. Собака не бежит в IGP ни в какую лобовую атаку. Она просто бежит за игрушкой, заранее зная, что фигурант с рукавом – это друг и партнер в игре. Да и в процессе такой игры, если любимую игрушку отдать собаке, ей тут же нет никакого дела до фигуранта, как, впрочем, и до всех ее окружающих людей. А на этих кадрах уже я со своей собакой играю с рукавом. Собака показывает огромное желание схватить игрушку. А если эту игрушку надеть на руку, то получается картинка, на которой собака атакует в руку и борется с человеком. А если еще добавить к этому удары стеком, которые собака с ярко выраженным инстинктом добычи может с легкостью игнорировать, то для непонимающих кинологии зрителей создается впечатление противостояния собаки с человеком. Удары стеком никоим образом не вызывают ни конфликта между человеком и собакой, ни какого-то недоверия. Собака просто увлечена игрой. Все ее внимание сосредоточено на игрушке. Осталось перемешать эту игру с различными навыками послушания. И все, норматив с громким названием «Раздел защита» готов. Вы должны понять, что весь фундамент работы в IGP – это огромное желание собаки завладеть игрушкой, которая является рукав. И собаке абсолютно без разницы, кто держит эту игрушку, и ее хозяин или какой-то чужой дядька под названием фигурант. Она и к тому, и к другому относится с полным доверием. На этих кадрах вы видите, как работает собака в программе КНПВ. По мнению многих кинологов, это самая жесткая программа из ныне действующих. Но на самом деле, эта программа наряду с Мондио-рингом может считаться самой эффектной. И это факт. Чего только стоят лобовые атаки, с молниеносными входами в куртку или в штаны, максимальная скорость, высокие прыжки с расстояния в несколько метров. Эти эффекты и завораживают зрителей. Но это в общем-то и все. В вопросе давления на собаку эти программы детский сад,
и не более того. С точки зрения служебного собаководства, эти нормативы такая же бутафория, как и IGP. Они также подчеркивают лишь желание собаки играть с игрушкой и социальный инстинкт. И не важно, что на многих соревнованиях поочередность навыков может быть неизвестна спортсмену перед выходом на старт. Все равно фундамент этих навыков один – игровой механизм. Нет абсолютно в этих нормативах противостояния собаки с человеком. Да и правильнее эти нормативы отнести не к служебному собаководству, а к спортивному или развлекательному. Это более реалистично будет подчеркивать их суть. Я вас уверяю на 100%, ни один чемпион европейских рингов не пройдет испытания на должную степень проявления боевого инстинкта. И это все можно с легкостью доказать на практике. Собаки, выступающие в рингах, не работают по человеку. Они просто играют с игрушкой, которая является костюм. И принцип этой игры вы видите на экране. Моя собака играет с игрушкой, которая лежит на земле. И нет разницы, мячик это или палка. Собака с сильным инстинктом добычи будет играть с любой игрушкой. Просто в данном случае это защитный костюм. А для создания иллюзии борьбы с человеком я надену куртку и дам возможность моей собаке поиграть со мной. Добавим немного активных действий и ударов по собаке. И все. Спектакль под названием «Борьба собаки с человеком» готов. Осталось разбавить этот механизм эффектными навыками, длинными лобовыми атаками и прочей красочной атрибутикой. И называйте эту бутафорию как хотите. То ли КНПВ, то ли Мондио Ринг. Разницы нет. Суть будет одна. Иллюзия борьбы собаки с человеком. Сейчас на экране я играю со своей собакой с игрушкой, которой являются защитные штаны. Моя собака до такой степени активно играет, что со стороны может показаться, что она просто хочет оторвать мне ноги. Но на самом деле собака просто хочет в полной мере завладеть игрушкой. Вы должны понять, что фигуранты с легкостью могут снять куртку или штаны и держать их в руках. Ничего плохого эти собаки им не сделают. Они дружелюбны ко всем людям. Просто это будет смотреться неэстетично. Поэтому и надевают костюм, чтобы создать иллюзию борьбы и показать людям шоу. Костюм – это такая же игрушка, как и мячик, только она большая и надевается на человека. Здесь стоит сказать, что многие кинологи используют костюм и в тестировании собак, и в обучении технике боя, но это целесообразно только лишь в том случае, когда такие занятия не носят игровой характер. На сегодняшний день все эти спортивные ринги являются критерием отбора для племенной работы разных служебных пород собак. Поэтому найти по-настоящему жесткую немецкую овчарку, малинуа или собаку других служебных пород в Европе, как в принципе и в любой стране, практически невозможно. Да и откуда им там взяться, если их не тестируют на твердость характера? Все эти прославленные чемпионы КНПВ, Мондио, IGP и прочих рингов полностью бесполезные в племенной работе, если мы говорим о собаках для настоящей защиты и охраны. Я исколесил вдоль и поперек всю Европу в поисках немецких овчарок с боевым инстинктом. Вы только скажите мне, где есть настоящая немецкая овчарка, и я тут же буду искать возможность договориться с ее владельцем о сотрудничестве. Это моя работа, и я говорю как есть. По-настоящему жестких собак в любой стране Европы можно пересчитать на пальцах одной руки. То же самое касается и стран бывшего Советского Союза. В принципе, любой желающий может проверить это. В интернете можно без всяких проблем найти все лучшие питомники рабочих линий Германии, Голландии и других стран, которые, к слову сказать, поставляют собак в армию и полицию по всему миру. И если вы заинтересуете владельцев питомников, то без проблем сможете и посмотреть их собак, и поработать с ними. И это касается не только немецкой овчарки, но и таких пород, как малинуа или голландская овчарка. Да и сами владельцы питомников и не скрывают, какой тип собак уже долгие годы они разводят. Все племенные собаки Европы, да и других стран – это собаки с механизмом, в котором основа социальный инстинкт и инстинкт добычи. И именно такой тип собак и блистает во всех спортивных рингах. Это собаки, у которых или полностью отсутствует недоверие и агрессия к посторонним, или проявлены на мизерном уровне. Еще раз повторюсь, эти качества мешают выступать в вышеперечисленных программах.
Люди, не разбирающиеся в тонкостях кинологии, воспринимают моменты, когда собака облаивает фигуранта, за агрессию. Но в эти моменты собака просто требует игрушку, зная, что в определенный момент она ее получит. Можно, конечно, показать фокус и сбросить рукав или костюм, а взамен дать собаке укусить скрытую амуницию, но это будет просто переключение с одной игры на другую, и ничего такие игры не будут иметь общего с тем, что собака будет видеть в человеке угрозу или врага. Если говорить об уровне кинологии в Европе, то когда мы говорим о спорте с собаками и о шоу, то это небывалый прогресс. Но если говорить об уровне защитных и охранных собак, с учетом их реального применения, то это полная деградация. Нет в Европе ни кинологов, ни питомников, которые бы занимались по-настоящему защитными и охранными собаками. Последними в Европе, кто проводили жесткие тесты, были кинологи ГДР. Но все это осталось в прошлом. Все сегодняшние вывески разных питомников, что они разводят немецких овчарок линии ГДР, не больше, чем коммерческая реклама. Я был на многих таких питомниках, и практически на всех мне дали возможность поработать с их лучшими собаками. И скажу, что от собак ГДР там не осталось и следа. Остался только внешний вид. Но немецкая овчарка линии ГДР – это прежде всего система отбора по рабочим качествам, а не внешняя красота. Настоящие защитные и охранные собаки в Европе ушли в прошлое. Культура разведения таких собак там полностью уничтожена. И то, почему кинология пошла по пути спорта и шоу, есть объяснение. Устои общества меняются. Многие породы собак входят либо в список опасных, либо в список потенциально опасных собак во многих странах мира. Если взять, к примеру, Германию, то кроме общенационального закона существуют еще и отдельные правила почти во всех федеральных землях. За нарушение этих правил грозит большой денежный штраф, а в отдельных случаях и наказание лишением свободы. Поэтому специалистам ФЦИ, СФАУ и других кинологических организаций пришлось доказывать в разных комиссиях, что породы собак, которые разводятся на основе всех вышеперечисленных рингов, не являются опасными, и что методики подготовки собак по этим программам не несут в себе угрозу обществу, а являются игровым шоу. А иначе, такие породы, как немецкая овчарка, малинуа, голландская овчарка и им подобные, уже были бы полностью запрещены как в Европе, так и во многих странах мира. А ФЦИ, СФАУ и прочие потеряли бы свой бизнес. Поэтому племенное разведение и подготовка собак таких пород в Европе возможны только с уклоном на спорт и шоу. Никто в Европе не позволит заниматься собаками, которые будут проявлять агрессию к человеку, а тем более целенаправленно разводить породу для противостояния с человеком. И ввиду этого все программы, которые являются критерием для племенной работы, построены на игре. Добавьте сюда еще влияние в Европе Всемирного общества защиты животных, и у вас больше не останется никаких вопросов. Поэтому прежде чем говорить о жестких защитных собаках КНПВ, Мондио Ринга или IGP, вы сначала вникните досконально в суть вопроса, а потом уже делайте выводы. И то же самое касается собак в армии и полиции. Все громкие слова о собаках спецслужб не более чем пыль в глаза для неразбирающихся в кинологии людей. Теперь я перейду непосредственно к тому, как должно производиться давление на собаку и какие должны быть соблюдены условия, чтобы давление считалось таковым. В числе основных условий должны быть следующие. Собака должна относиться с недоверием к человеку. Она должна видеть в чужом чужого. Инструктор, исполняющий роль условного злоумышленника, должен быть противником в бою, а не партнером в игре. Следующее. Учитывая, что кроме врожденного потенциала имеет значение еще и приобретенный опыт, то при подготовке собаке необходимо дать понять, что в любой момент противник может ей причинить боль и другие неудобства. От этого понимания на собаку будет оказываться еще и психологическое давление. Поэтому давление должно обязательно сопровождаться сильными и жесткими ударами, захватами, толчками и прочими действиями, причиняющими болевые ощущения собаке. А эти все элементы полностью отсутствуют во всех ныне действующих нормативах. В КНПВ создают видимость ударов бамбуковой тростью, которая разлетается в щепки от первого соприкосновения, или бесполезно бросают резинки по собаке. В Мондио бамбуковую палку распускают на более мелкие составляющие,
что полностью исключает возможность нанести сильный удар. В IGP вообще только махание стеком по воздуху с редкими легкими прикосновениями. А по новому положению в IGP удары полностью запретили. Хотя звучит это очень смешно. Запретили то, чего и так не было. Всякие ленты и прочие атрибуты не имеют никакого отношения к проверке твердости характера. Всем этим премудростям без всяких проблем можно научить хорошую собаку. Конечно, это хорошо для опыта собаки, когда она обучена прохождению элементов, которые могут дезориентировать ее или запутать. Но когда речь идет о характере собаки, все эти развлечения не имеют никакого значения, так как не могут считаться инструментом для проверки твердости характера. Умение собакой держать удар – это отдельный раздел в натаске собаки для противостояния с человеком. И здесь нужно отметить, что способность собаки держать сильный и жесткий удар, как, впрочем, и другие болевые ощущения, это врожденное качество. Проверяется наличие этого качества тестированием. А под обучением собаки в этом направлении подразумевается то, что собаке необходимо привить правильную цепочку реакций на удар. Обучая собаку, мы ей показываем не только удары палкой и прочими предметами, но и удары ногами и руками. Как, впрочем, мы должны показать собаке и различные захваты, толчки, удушения и прочие элементы боя. При этом нужно понимать, что нанесение ударов собаке, когда она производит захват, является самым простым испытанием. В этом случае костюм, рукав или другая игрушка помогают собаке. Как сейчас на экране вы видите, что мой щенок даже не обращает внимания на удары. Он занят своим делом, а именно игрой в мячик. Тут еще раз обращу ваше внимание на то, что в IGP запретили всяческие удары стеком. Но ведь правда смешно. Вы только вдумайтесь, для взрослых собак убрали нагрузку, которая по всем канонам племенного отбора предназначена для 6-месячного щенка немецкой овчарки. Как в таком случае СФАУ собирается разводить эту породу? Собака с хорошим инстинктом добычи может с легкостью пройти через множество ударов. Испытание ударами, когда собака держит захват, хоть и относится к проверке твердости характера, но оно в большей степени является отправной точкой в обучении собаки правильным реакциям на удар. Поэтому в проверку на твердость характера должны быть внесены так называемые изолированные испытания. Как минимум нужно внести 2 упражнения: работа на привязи с нанесением ударов, с учетом минимальной длительности такого рода испытания, а также работа в наморднике с нанесением ударов руками, ногами, захватами и удержаниями. Натаскивать собаку в этом разделе должен только инструктор-профессионал, который должен знать, как выстроить правильную последовательность реакции собаки на болевые ощущения. Одна ошибка, которая приведет собаку к уклонению от нагрузки, может навсегда закрепить нежелательный рефлекс. Ни в коем случае нельзя нанести психологическую травму собаке. Необходимо заранее увидеть признаки уклонения от нагрузки и вовремя остановить испытание. Тестирование на умение держать удар относится к так называемым ранним тестам. Поэтому уже в возрасте 8 месяцев с уверенностью на 100% можно сказать, будет, повзрослев, эта собака держать удар или нет. И уже в этом возрасте можно понять, нужна ли вам такая собака в племенном разведении или на службе. А раскрытие полного потенциала собаки в этом аспекте проводится после 2 лет. Запомните одно правило. Давление считается таковым только лишь в случае, когда между собакой и человеком есть конфликт. Собака должна испытывать недоверие к постороннему и проявлять к нему агрессивное отношение. Неправильно считать давлением действия, когда собака знает наперед, что никто ей ничего плохого не сделает. Найдутся те, кто скажет, если в спортивных программах нет давления, почему тогда многие собаки убегают от фигуранта? Я отвечу следующим образом. Если какая-нибудь собака из-за своих собственных страхов и фобий убежит от рядом приземлившейся вороны, мы ведь не можем после этого считать ворону инструментом для проверки твердости характера для всех остальных собак. При проверке на твердость характера собака должна продемонстрировать устойчивость к стрессу и упорство в достижении цели, а иначе это будет просто игра. Если у вашей собаки сильно развиты игровые качества, которые она проявляет, общаясь с хозяином, это хорошо.
Это очень сильно помогает в общей физической подготовке. Но главное, чтобы наряду с этими качествами был еще и боевой инстинкт. Только тогда собака будет пригодна к настоящей защите и охране. И мало того, боевой инстинкт должен существенно превышать желание игры. Это качество должно быть ярко выраженным, поэтому и проводятся испытания на степень проявления боевого инстинкта. К примеру, у такой породы, как питбуль, тоже очень сильно развит игровой инстинкт. И собаки этой породы готовы часами играть с мячиком или другими игрушками. Но как только к нему подбежит другая собака, питбуль тут же оставит игрушку и кинется на эту собаку. Происходит такая реакция ввиду того, что питбули тестируют и готовят к боям с себе подобными. И это является приоритетом, а не игра. Так и у настоящей немецкой овчарки защитные и охранные качества должны быть в приоритете и заметно превышать желание игры. Но получить собак с такими качествами, взяв за критерий спортивные программы, невозможно. Всякого рода обучение, когда дрессировщик бросает рукав и побуждает собаку переключиться на человека, совсем не подчеркивает наличие у нее нужных качеств, а просто демонстрирует приобретенный навык, который нельзя брать за критерий оценки собаки. Единственное, что даст гарантию качественной работы в охране и защите, это врожденный потенциал. Я думаю, вы понимаете, что не каждое видео можно выложить в прямой доступ. Реальные испытания происходят совершенно в другом русле. Происходящее сейчас на экране лишь отдаленно напоминает тест. Тестирование проводится не для того, чтобы его выложить в YouTube, а для четкого понимания, является ли испытуемая собака по-настоящему жесткой. А эти кадры я показываю просто для наглядности, чтобы можно было объемно воспринимать информацию. Есть еще один очень важный момент. Он касается социального инстинкта. Так вот, собаки, которые разводятся целенаправленно для охраны и защиты, они по сути своей антисоциальны. И не нужно строить никаких иллюзий. Это собаки, которые каждую секунду готовы вступить в борьбу с чужим человеком. Найти собак с нужным балансом – это крайне сложная задача. И решить эту задачу в рамках отдельно взятого питомника невозможно, если говорить о породе в целом. Поэтому, как ни грустно об этом говорить, но все старания отдельных заводчиков разводить по-настоящему жестких собак ничего не поменяют в мире кинологии. Решить такие задачи возможно как минимум в рамках кинологических организаций отдельно взятой страны. Да и отдельно взятые заводчики, которые разводят настоящих жестких собак той или иной породы, это просто энтузиасты, которые выводят свою собственную линию внутри породы, и их собаки не говорят о положении дел в породе в целом. Не станет этих энтузиастов, и вся их деятельность рухнет через 1-2 поколения нетестируемых собак, если не будет преемников, также преданных разведению собак с нужными качествами. Реалии сегодняшнего времени показывают, что все международные организации отказались от разведения такого типа собак. Все ныне действующие нормативы, кёринги, тесты не развивают охранную, защитную и караульную службу, а наоборот уничтожают ее, заменяя ее иллюзией. Раздел «Защита» носит просто рекламный характер. Если провести параллель КНПВ, Мондио, IGP с единоборствами у людей, то выглядят они примерно так, как вы видите на экране. Бесконтактный бой во всей его красе. Все как в кино. Красиво, эффектно. Вот так и выглядят все эти программы и прочие похожие на них, заранее спланированные спектакли. Как только эти мастера бесконтактного искусства сталкиваются с реальностью и их начинают бить сильно и жестко, и с ними перестают играть по их правилам, все сразу становится на свои места. Они или просто сдаются с покорностью, или убегают. И такой же результат происходит и с чемпионами кинологических рингов. Когда их бьют, они просто убегают, потому что они привыкли кусать костюм или рукав при условии, что он им не дает сдачи. Работу инструктора-кинолога, когда он надевает рукав или костюм, можно сопоставить с работой тренера, который надел лапы. Я задам вам вопрос. Как вы думаете, какое давление испытывает боксер, когда бьет лапы, которые держит тренер? Я даже и не сомневаюсь, что каждый ответит, что спортсмен
не испытывает в данном случае никакого давления. Как и в случае, когда боксер бьет грушу. Можно быть чемпионом по битью груш, мешков и выглядеть просто потрясающе, демонстрировать отменную скорость и технику. Оно и понятно, груша ведь сдачи не дает, но в бою все по-другому. При первом же пропущенном сильном ударе уже и драться не хочется. Только настоящий бой может показать характер боксера, и не иначе. И в кинологии все происходит так же. Характер собаки видно, когда ее бьют, и в моменты крайней усталости. И истинная красота работы собаки в разделе «Защита» – это проявление ее несгибаемого характера. Еще и еще раз повторюсь, я ничего не имею против спорта с собаками или шоу разведения. Каждый вправе заниматься тем, чем хочет, но всегда необходимо называть вещи своими именами, а не выдавать желаемое за действительное. Если мы говорим о защитной и охранной службах и о разведении пород собак, которые предназначены для этих служб, то необходимо все в корне менять, начиная от тестирования и племенного разведения и заканчивая методами подготовки собак для этих служб. Ведь на самом деле все очень просто. Невозможно заниматься боксом, не выходя в ринг. Невозможно заниматься породой питбуль-терьер, не занимаясь боями. И также невозможно заниматься охранными и защитными собаками без жестких целенаправленных тестов и соответствующих методик раскрытия потенциала собаки. Каждый заводчик защитных и охранных собак должен задать себе вопрос: может ли он без всяких сомнений пустить свою племенную собаку в бой с противником, который не будет с ней играться, а будет в прямом смысле этого слова стараться поломать ее. Наверное, пришло время вспомнить опыт кинологов прошлых поколений, который был основан на боевом применении собак, и взять этот опыт за основу в племенном разведении защитных и охранных собак. А в противном случае мы полностью утратим служебное собаководство, заменив его спортивным и развлекательным шоу. Всего вам доброго, до новых встреч!